Привет! Видео будет длинное, потому что 2 дня съемки, ну по чуть-чуть. Надеюсь, не устанете. Да и дни бегут, а я опаздываю поставить видео. Доброе утро, друзья, товарищи! В прошлый раз я вот это закончила. 2 эти грядочки. И клубничка была еще не в порядке, не приведена в порядок. И вот эта клумба. Поставили тепличку такую маленькую, 3-метровую, в самый раз. Для перчиков, может, или еще чего. Цветочки, как видите, уже отцвели. Видите, как быстро тюльпанчики отцвели. И здесь тоже уже отцвели. И будут уже новенькие. О, вот какие красоты будут еще. Ну что, пошла заканчивать работу. Вот это и вот это надо привести в порядок, теплицу. Надеюсь, жары сильной не будет. Пока не знаю даже сколько градусов в теплице. Вот чуть не упала. А в теплице уже 26. Не знаю, видно, не видно. Но 26 градусов. «35 у нас в теплице. Ну что, все почистила, убрала все. Лук вот надо полить еще. Жарко, 35 градусов. Ну, что я тут сделала? Вот такой порядок. Теперь в этой теплице загрузила пока тоже. Это основа. Внизу будет трава сухая. В этой тепличке. И сюда 5 штучек. Да, 4-5. Не знаю, что сажать буду. Пока туда сухую траву загрузила. Этот пока огород пустой. Надо вот это вот все скосить. Сухое пока можно. Вот горку начистила. Вот до этих листочков, кустиков айвы. Дальше не убирала. Там на потом. Здесь убрала все. Выгребила, вычистила, обрезала где что, малину, смородину тоже подчикала, подправила, чтобы была ровненькая. Здесь тоже все посмотрела, крыжовник хорошо, все к месту. Еще вот там надо будет прополоть цветочки. Чуть попозже. Вначале вот это поле сделала. Здесь все проверила. Вот какая красота цветет у меня, видите? Обожаю я их. Они пеленой такой закрывают, да? И цветут ранней весной. Ой, зато трава другая не растет. Вот это порядок сделала здесь. Аккуратненько все. Крыжовник,
смородина черная, ежевика. Здесь впереди. Ой, здесь сколько работы много. Еще сажать сегодня где-то там надо будет. Так, и вот это еще не делано. Ой, тут сделано. Ну, пока у меня сегодня вот это и теплица. Но я еще попробую здесь почистить. Что-то почистить. И укроп посадить здесь. Все, пошла дальше. Скоро красоты зацветут у меня. Вот осталось у меня вот тут еще целый ряд уходить. Порядок наводить. О. А здесь я уже сделала. Здесь кое-что посадила. Еще и отметила, чтобы было видно, что посажено. Какие-то цветочки. Вот там чуть-чуть осталось только прополоть. И у забора. А здесь все сделано уже. Цветы, красота цветут. Видите, как цветут у меня цветы. Вот какие. И красные. Красных мало. Здесь все прополола. Вот у забора осталось прополоть. И ту полосу. Уже тут уже будет все. Можно уже гладиолусы сажать. Уже сегодня не стала я их сажать. Там какие-то посадила, не знаю, беленькие. И все. Укроп посеяли. О, здесь красотулечки, он тоже цветут. Вот. Прелесть какая. Доброго дня, друзья, товарищи. Вот такая красота у меня цветет. Тюльпанчики. Видите, еще там беленькие будут. Вот такие беленькие уже, видите, отцвели. Очень быстро. Клумбочку эту привела в порядок, но не совсем. Не успела. Вот это надо выкопать, выкинуть. Потому что заросло травой, невозможно ее ничего сделать. Посадила георгины. Здесь прибралась. Немножко в порядок привела. Ну, так себе, ничего. И вот здесь чуть-чуть надо. Это прошлогодние, между прочим, стоят. Вот. А вот эти убрать надо. Вот этот уголочек убрать. Здесь выставила уже, видите, уже на заборе все. Но еще не привязано. Но уже более-менее. Ну, а здесь навела порядок полностью. Посадила 4 георгина. 1, вот 2, 3 и 4. И 10 штучек гладиолусов посадила. Вот здесь. Специально снимаю для себя, чтобы тогда помнить, что тут они есть. Их именно 10.
5 в каждом ряду. Лилии еще только-только вылазят. Видите, совсем махенькие. И там тюльпанчики тоже еще, видите, только-только начинают цвести. И в этом году у меня здесь тюльпанов, я смотрю, наверное, не будет. Вот один красивый такой. Там беленький и все, красненький. Красавицы нарцизы, посмотрите-ка какие. Цветут. Ну, лилии тоже, видите, какие мелкие. Ну, вот здесь было очень много красных тюльпанов в прошлом году. А тут я вижу 1, 2, 3 и все. А целый ряд был. Очень были красивые красные. Ну, вот здесь остался кусочек недополотый. Уже все, у меня время уходит. Главное, посадила вот здесь гладиолусы. Но еще мне много сажать. Так, по поводу розы. Розы, посмотрите-ка, замерзли. Вон, видите, красненькие. О, до тех пор. И там зелененький вид эти ствол. Остальное все рыжее. Все это обрезать. Также здесь, видите, все молодое выходит с-под низу. Ну, здесь вот ствол. Остальное замерзшее. Хоть я в прошлом году сильно обрезала, видите как. И все равно. Вот, тут у меня порядок. Надолго ли, сами знаете. Неделя не пройдет, как все может зарасти. Здесь живая роза. И здесь, по-моему, это плетущаяся. И здесь живая. Ну, здесь пару веточек только плохих. Вот. Плитка нигде не ложится, ничего не ложится. Некогда. Ну, здесь что-то есть живое. Здесь тоже розы. И здесь красота зацветет. Угу. Щавель большой. Ну, а здесь у меня тюльпанчики пока. И, по-моему, все укропом засеяли. Здесь хорошо на этой растет укроп. Вот тюльпанчики такие. Беленькие. Здесь такие же желтые, пушистые будут. И там будут какие-то белесые. А вот те уже отцвели. Я их уже показывала вам. Видите, желтые отцвели. Щавель вырос вон какой большой. Ну, это поле мое чеснока. Да немного здесь. Вот здесь чеснок. Здесь мелкий совсем чесночок посажен. Пару рядов. Там нормальный. Здесь самосейки все. Семенные насеяны. Но я их потом вырываю. На маринады очень хорошо идет. Здесь тоже не поймешь что. Здесь надо садить еще. Ой-ой-ой. Лук прошлогодний. Сажала в прошлом году. Но никакой такой. Никто не ест еще плюс его. Ну вот здесь осталось привести в порядок этот уголочек. И здесь кусочек. Не знаю, что-то посеется. Здесь я в прошлый раз сделала все. Прошлым заездом я все убрала. Так что я вам показывала, что у меня поле цветочков красивых. Но они сейчас к вечеру закрылись. Видите? Здесь все убрано у меня, как в прошлом году убрала. И там цветочки будут расти. Вот осталось мне что? Эту сторону почистить немножко. Здесь совсем вон сбоку сныть. Ну и здесь просмотреть. Там все сделано. Ну, естественно, вот этот уголочек почистить немножко. Вот. Все. А это
все высокое будет ростом со мной. Поэтому пусть все это растет. Пусть растет. Так, там у меня посажены цветочки. Прошлым заездом сажала. Так, смотрю, что у меня с азалией. Азалия пускает, что-то пускает. Да, может быть цветочки, может листочки, не знаю. И там. И не знаю, что делать. 4 градуса минус ночью обещает. Представляете? Даже не знаю, что делать. Тут живое все. Вот. Здесь буду сажать, сеять. Здесь полола. Но сегодня не буду, конечно, следующим заездом. Здесь посажу остальные гладиолусы. И какой-нибудь посею какие-нибудь цветочки. Как и в прошлом году. Не помню, что здесь было. Хризантемы какие-то. Не хризантемы. Ну, а это красота вот какая. Красивые цветы. Я уже в прошлый раз вам показывала. Красоту эту. Ну, тоже понемногу кустик растет этот. Белым что цветет. Он такой огромный будет. И тут все в листочках. И эта красотулька еще цветет. Цветет красавица. Красиво. Что ж скажешь. Красота. В прошлом году вот там пару веточек было желтых. Остальное листья зеленые. А в этом году вся в цвету, в цвету, в цвету. Вот там вот палку в середине нужно идти обрезать. Это уже лишние. Я их обрезаю все время. Вот одна, вторую обрезать надо. Он такой шарик стал, он, видите? Немножко более-менее такой. А с той стороны смотришь, вообще красиво. Ну вот мои прошлогодние анютины глазки. Темные какие-то. Такие. Такие. Ну, мне не нравятся, они мелкие все равно. Они не такие, как я хотела бы. Я хотела, чтобы они большие были. Они какие-то все равно мелкие. Видите? Ну, красивые, конечно. Самые первые цветочки, как говорится. Я их посадила, а потом, по-видимому, они сами насеиваются. Я не знаю. Или это прошлогодние так начинают расти. Ну, как рядок был у меня, так рядок у меня красивый и есть. Ну, не знаю. Пчелки летают. Позапрошлом году пересадила все это. И поэтому свобода, красота. И они такие красивые стали. В прошлом году немножко цвели. А в этом году вон какие. Как будто это вообще посажено неизвестно что. Сортовые. Ничего тут не сортовое. Как бы только не упасть. Это обыкновенные. Самые обыкновенные. Росли как попало. Ой, даже вот видите, где растет. Где ему хочется, может расти. Так же, как и эти. Видите, на полянке где-то растет. Косить надо. Ох, косить как надо. Не представляете, трава вон какая. С утра не могла покосить. Да и не могла вообще никак. Ни с утра никак. Ой, какая красота, посмотрите-ка. Видите? Медовица, как она там называется? Да, несколько цветов разных. Вот это всегда мороза боится здесь. Не знаю, я ее даже не чистила. Я боюсь, что ее стукнет мороз. -4 будет. Я вообще не знаю. Фигня какая-то. Зачем этот мороз?
Ну, яблони у меня еще не цветут. В прошлом году я сажала вот эти кусточки. Кустики. Красавицы. Растут хорошо. В прошлом году даже цвели. Ну, как они ползут. Ну, листочки тоже какие-то, как подмерзшие. Но я думаю, что они еще подмерзнут сильнее. Вот они вот так вот цветут красиво. Ой. Это непонятно что. Говорили, зарастет оно везде и всюду. Что я буду делать с зарослями? Ага. Эти заросли надо будет подстригать. Видите? Они все сухие. Хотя, в принципе, не сказать, что совсем сухие. Не буду трогать. Может, что-то где-то вылезет. Пусть. Ну, а кусты все живые, конечно. Все живые. Даже здесь удивительно, посмотрите-ка. Вечно подмерзшие бывают. Ну, не знаю, если сейчас только не трахнет их мороз. Не знаю. Ничего я укрывать не буду. Это что, издевательство, что ли, столько закрывать? Ой. Красиво, конечно, видите, полностью в листочках. Полностью. И это все пошло. Не знаю. Не знаю, даже не знаю. Закрою, потом будет париться стоять. Ночью замерзнет. Ну, это какой-то кошмар. Поэтому на самотек. Что будет, то будет. Ой. Там вишня цветет. Ох, как вишенки у меня цветут. Вишни цветут. Здесь тоже что-то растет, пробивается. Ну и травка есть. Ну, немножко она будет прополоть. Но здесь интересно так. Пушистики вроде бы, листья выходят уже. Ничего не понятно. Ну, куст живой. Магнолия это. Представляете, что за магнолия? Лохматики. Вон какие лохматушки. Это магнолии. Там такое чувство, что оттуда листочки потом выходят. Но ничего не понимаю. Лопаются, да? И выходят листочки с этих пупырышек, шариков, лохматиков. Не знаю. А на том кустике нет такого. Ну вот. Вишенка цветет. На этой вишне у меня ничего не было в прошлом году. И не цвела. В этом году зацвела. Я сказала, что срублю нафиг. Рубить буду. Потому что мне не нужно это палки, которые просто так стоят. Ну, а сирень... А сирень еще думает. Еще долго думать будет. Вот такие вот делишки. Вот такие вот красоты. Ой, надо... Что-то я вообще там не вижу, чтобы там белая сирень моя цвела. Собиралась. А, еще рано. Ну, здесь все стоит недоделано. Это меня ждет, когда это будет, неизвестно. Когда я разберусь с огородами. Рабарбар. Видите, какой уже большой. Рабарбар. А ягод, посмотрите, сколько. Если мороз не побьет. Видели, сколько цветов? Да и листьев нету. Одни ягоды будут. Если, конечно, не замерзнет. А вот эти вот непонятно откуда тюльпаны. Огромные, большие, красивые, довольные. Там плохие, там сортовые. Здесь деревенские, советские, непонятно когда. Саженные. Я их, вот они отцветут, я их
покошу. Представляете? Красота. Вот так. А тут ухаживаешь, пропалываешь, мучаешься. В итоге выходит какая-то маленький грибочек. Еще и цвести не хочет. Вот эти вот. Это сортовые. Вот он желтый, потом станет розовым, превратится. Ну так посмотрите, какие масенькие. Что им здесь не хватает? И торф сыплю. И что только не сыплю, удобрения сыплю. Не знаю. Единственное, вот эти красотульки. Ой, нарциссы красивые. Очень даже. Но они уже отцвели почти. Все, дорогие друзья, товарищи. Пойду собираться домой. Прошлым заездом еще тепличку вот эту поставили. Но надо делать грядки внутри. Ой, это много работы. Не знаю, когда это. Здесь он засыпал землю в эти пакеты. А я вам еще не показала ту грядку, что внучка сажать будет что-то. Помните, показывала? Вот, видите? Засыпала землей, но ничего еще не сеяли, не сажали. Рано, мороз еще будет. Вот так. Вот эти я тоже вам показывала. Мешки. Вот 1, 3, 5 их. Не знаю, что буду сажать. А вот это поле чудес. Когда это поле чудес приведу в порядок, не знаю. В прошлом году я более-менее тут разбомбила все. Ой, в этом году доделаю. Но вначале надо там разобраться. Все, друзья, товарищи. На этом заканчиваю. Иду, собираюсь. Переодеваюсь. В порядок все в доме делаю небольшой. И на автобус. Фух. Но трава. Я не знаю. Я замучаюсь ее косить. Может, в субботу покашу, не знаю. Но надо обязательно, иначе помнут дети. Представляете? Надо, конечно, покосить. Все, пока-пока. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки. И всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.